Привет, друзья! Итак, сценарий из моего последнего ролика, который я выпустил месяц назад, полностью отработал. После обвала крипторынка в ночь с 10 на 11 октября мы увидели не повтор марта 2020 года, о чем мечтало большинство блогеров на YouTube, а повтор декабря 2021 года. Именно об этом я и предупреждал в том ролике. Теперь биткоин торгуется в районе 85 тысяч долларов, эфир по 2700, а нас всех интересует вопрос, что же будет с биткоином и альткоинами дальше. Для ответа на этот вопрос нам нужно посмотреть на фондовый рынок США, поскольку криптовалюта сильно от него зависит. В среду ночью, 19 ноября, после закрытия торгов вышел квартальный отчет NVIDIA. Отчет оказался лучше ожиданий аналитиков. Выручка, прибыль, доход от дата-центров – почти все оказалось лучше ожиданий. И это привело к сильному росту акций компании на постмаркете. Однако в основную торговую сессию в четверг эйфория сменилась распродажей. Акции NVIDIA за день обвалились на 8%. Поскольку NVIDIA – это самая дорогая компания мира с капитализацией почти 4,5 триллиона долларов, то ее снижение обрушило индексы S&P 500 и NASDAQ, спровоцировав распродажу других акций США, а затем и азиатских технологических компаний, и в конечном итоге и криптовалют. Ситуация с NVIDIA – это классический пример отработки известного рыночного принципа «покупай на слухах, продавай на новостях». Я 3 года работал в крупной компании, акции которой торгуются на бирже NASDAQ. И хочу сказать, что в такой компании всегда есть люди, которые знают, каким выйдет квартальный отчет. Да, инсайдерская торговля запрещена законом, и за нее реально могут жестко наказать. Но она запрещена не законами физики. А для того, чтобы наказать, нужно сначала доказать, что Питер из Спрингфилда купил опционы на акции NVIDIA из-за инсайда со стороны топ-менеджмента компании, а не просто потому, что он так решил. Это наглядная демонстрация работы закона «богатые богатеют, бедные беднеют». Собственно, в четверг, в момент открытия предварительных торгов на фондовом рынке США, биткоины и альткоины резко полетели вниз. Да, это лишь причина. Не было бы этой, нашлась другая. Ведь, как я уже говорил в прошлом ролике, после рекордных ликвидаций 10-11 октября на крипторынке просто не осталось покупателя. Тогда многие отказывались в это верить. Сейчас же это уже очевидно почти всем. Между нами говоря, я думаю, что главная причина снижения крипторынка – это предбанкротное состояние многих маркетмейкеров и фондов, которые потеряли большую часть капитала на обвале 10 октября. И теперь они вынуждены продавать все криптовалюты, которые у них есть, чтобы покрыть хотя бы часть долгов. Это классическая спираль смерти. Сейчас эту теорию доказать невозможно, так как это не публичная информация. Но в будущем все эти проблемы, если они существуют, станут явными. Аламеда тоже проработала целых полгода после краха Терра Луна, но итог все помнят. Проблема текущей ситуации на крипторынке в том, что S&P 500 скорректировался всего на 5% от исторического максимума, в то время как биткоин уже на 35%, а эфир на 45%. И если возвращаться к моему прошлому ролику, где я сравнивал обвал октября 2025 года с обвалом декабря 2021 года, то это именно то, что мы и должны были увидеть. Однако в таком случае впереди нас ждет глубокая коррекция по фондовому рынку США и еще более глубокая коррекция криптовалют. Вообще настоящие проблемы крипторынка начнутся при снижении S&P 500 ниже 6100 пунктов. При таком сценарии компания Майкла Сейлора Strategy может оказаться на грани банкротства. Это приведет к еще более глубокой коррекции фондового рынка США и криптовалют. Поэтому главная интрига не в том, вернется ли биткоин на 120 тысяч долларов до Нового года. Точно нет. Главная интрига в том, обновим ли мы минимум 2025 года на отметке 74 тысячи долларов в декабре 2025, в январе 2026 или все-таки в феврале 2026 года. В любом случае, на следующей неделе или на последней неделе ноября, для тех, кто смотрит ролик из будущего, мы с очень высокой вероятностью увидим коррекцию вверх. Первая цель коррекции – 94-95 тысяч долларов. Если мы все-таки пробьем эту отметку и закрепимся выше, то следующая цель – 103 тысячи долларов. В закрепление выше этой отметки в этом году я не верю вообще. Я просто не вижу причин для такого откупа биткоина. На каком нарративе будет этот рост? С учетом того, что я на рынке криптовалют уже давно и много раз видел похожие графики, я могу предположить, что перед коррекцией вверх мы еще все-таки можем кольнуть 77-78 тысяч долларов. Но это опция, которая активируется, если фондовый рынок США в понедельник откроется снижение. Что вполне возможно, так как американский рынок в пятницу закрылся слабовато. Но это не отменяет ничего из сказанного ранее. Один из вероятных среднесрочных сценариев, который будет возможен в случае, если коррекция на фондовом рынке США перейдет в стадию боковика, это отрисовка правого плеча на глобальном графике биткоина. В таком случае мы более чем на месяц застрянем в диапазоне 74-103 тысяч долларов. Если это произойдет, то в этот период мы сможем увидеть рост отдельных альткоинов. Вообще эта фигура смотрит примерно на 37 тысяч долларов, но я настроен оптимистичнее. После формирования правого плеча биткоин направится в диапазон 60-64 тысяч долларов. При плохом сценарии на 43. При худшем сценарии, где Strategy Майкла Сейлора банкротится, мы уйдем еще ниже. Но это самый негативный сценарий, пока уберем его в сторону.
Да, остальные сценарии тоже звучат плохо. Но это будет финальное снижение, после которого мы увидим сильное снижение ставки ФРС и нормальный цикл роста финансовых активов. Так что я бы этого не боялся. Если же фондовый рынок США продолжит коррекцию, а причины для этого есть, тот же рост безработицы, да и вообще, по статистике, либо первый, либо второй год правления нового президента США в 100% случаев убыточный для фондового рынка США. Но об этом я либо напишу пост в телеграм-канале, либо сниму ролик. Потому что не каждый день можно встретить стопроцентную отработку чего-либо. При таком сценарии у биткоина не будет времени на формирование правого плеча. И мы очень быстро покинем указанный диапазон и сразу направимся на 69 тысяч долларов. Однако итог не меняется. Снижение ставки ФРС и здоровый цикл роста. Вообще по фондовому рынку США сейчас сложно давать краткосрочные прогнозы, поскольку, во-первых, любую просадку там моментально откупают, а во-вторых, в 2025 году сезонность фондового рынка США полностью нарушена. Обычно конец ноября и декабрь – это период предновогоднего ралли. Это один из самых сильных периодов для фондового рынка США. Но именно из-за нарушенной сезонности предновогодний ралли 2025 года легко может оказаться отрицательным. В общем, подводя итог всего сказанного, впереди нас ждет непродолжительная коррекция вверх, после чего боковик и продолжение снижения. Снижение крипторынка с высокой вероятностью будет сопровождаться коррекцией фондового рынка США. Двойных сценариев здесь нет. Вернее, второй сценарий, разумеется, всегда есть. Но я не верю в закрепление биткоина выше 103 тысяч долларов в этом году. Поэтому этот сценарий не озвучиваю. Это не базовый сценарий. Теперь о хорошем. Главные кандидаты на рост при любой реальной остановке падения биткоина – это криптовалюты с функцией приватности. Zcash, Dash, Monero, Zen, Verge, Decred и другие. Да, сейчас их пролили вместе с рынком. Паника не щадит никого. Но именно в этом секторе я вижу самый быстрый откуп. Вообще, я уже давно хочу записать ролик с разбором этих криптовалют. Если вам интересно, дайте знать. Разберем, какие криптовалюты из этой категории самые перспективные и какой у них потенциал. Это вполне может быть долгосрочным трендом, так как у таких криптовалют есть очевидные плюсы. Посвятить бабками можно и без крипты, а вот спрятать их – это более сложная задача, которую очень непросто решить. И эти криптовалюты – идеальный инструмент для этой задачи. Главный вопрос, который интересует всех – стоит ли сейчас откупать рынок. В прошлом ролике я говорил, что откупил ряд монет 10 и 17 октября. Было ли это ошибкой? В долгосрочной перспективе точно нет, потому что откупал я не Пепе. Если точнее, я закупился Arbitrum, Ton, Eigenlayer и Conflux, про которые я снял детальные разборы. Поэтому покупка по текущим ценам точно не будет ошибкой в долгосрочной перспективе. Но это вполне может оказаться ошибкой в краткосрочной перспективе, потому что фактически мы с вами сейчас ловим падающие ножи. Поэтому ответ на этот вопрос конкретно для вас зависит от того, как долго вы готовы провести в рынке. Если вы хотите выйти в марте с 10 иксами, то это крайне маловероятно. Свои взгляды по поводу альтсезона я озвучил в отдельном ролике еще в июне 2025 года. Здесь повторяться не стану. Скажу лишь, что моя позиция не изменилась, а ролик все еще актуален, потому что там я делал ставку именно на такое развитие событий. Альтсезон будет, но в 2025 году его и не должно было быть. Для этого не было никаких причин. И если другие блогеры переобуваются, то я с первого ролика занимаю только эту позицию. Сейчас можно ожидать лишь восстановления отдельных альткоинов. В первую очередь анонимных криптовалют, но не более того. В общем, дайте обратную связь по поводу обзора лучших криптовалют с функцией анонимности и удачи на финансовых рынках, друзья.